Сегодня мы вам представим интересных хищников мезозойской эпохи. И в этом выпуске вас ожидает приятный сюрприз. Мы проводим самый первый розыгрыш на нашем канале. Посмотрите этот выпуск и напишите, сколько раз в этом видео появится тираннозавр Рекс. Кто первый напишет правильный ответ в прикрепленном комментарии, с помощью генератора случайных чисел мы определим победителя и подарим 5000 рублей. Выпуск с итогами конкурса мы опубликуем 25 июня. Ну что, готовы? Тогда поехали! Номер 1. Абелизавр. Этот хищник был крупным плотоядным, крупнее многих хищников, но меньше тираннозавра. Предположительное строение его тела было составлено лишь на основе найденного черепа. Под номером 2 акрокантозавр. Между учеными долгое время был спор. Одни говорили, что он родственник аллозавра, другие утверждали, что этот ящер принадлежит к архародонтозаврам. Теория склонилась к последним. Номер 3. Аэростион. Этот хищник отличался от других своей дыхательной системой, которая напоминала дыхательную систему птиц. Четвертое место. Афровенатор. До сих пор неизвестна родовая принадлежность этого ящера. Разные ученые выдвигали разные теории, что он принадлежит и к виду аллозавров, и к виду спинозавров, и ко многим другим. На пятом месте сам аллозавр. Об этом хищнике известно достаточно. Гроза всех травоядных юрского периода. Был на вершине пищевой цепи. Шестое место. Какой еще хищник среднего мелового периода имел плавучую спину, длинную узкую крокодилью морду и весовую категорию тираннозавра? Если вы ответили на вопрос о спинозавре, это почти все, что вам нужно знать об ангатураме, близком, хотя и гораздо меньшем родственнике спинозавра. На седьмом месте арковенатор, представляющий вид абелизавра, родственник манджунгозавра, опасный хищник, обитавший практически на всех континентах земного шара. Восьмое место. Аукозавр, родственник карнотавра, был на треть меньше своего хищного брата, но, как говорится, чем меньше, тем злее. Девятое место. Австраловенатор. Этот хищник был определен учеными как подвид аллозавра, но, как известно, мнения со временем меняются, и сейчас палеонтологи утверждают, что он являлся родственником мегараптора. На 10-м месте у нас вот такой хищник – бахариозавр. Что касается эволюционного происхождения бахариозавра, то это пока не ясно. Этот динозавр мог быть связан с североафриканским кархародонтозавром. Он мог быть настоящим тираннозавром и даже быть разновидностью или экземпляром современного дельтадромеуса. Мы, вероятно, никогда не узнаем этого, пока палеонтологи не найдут какие-нибудь дополнительные останки, с помощью которых будет больше информации об этом хищнике. На 11-м месте у нас дельтадромеус, хищник, который обитал в середине мелового периода на севере Африки. Первоначально дельтадромеуса считали гигантским целурозавром, возможно, родственником тираннозавра. Однако позднейшие исследования показали, что он больше подходил к цератозаврам. 12 место у нас занял барионикс. Сохранившийся скелет барионикса был обнаружен в 1983 году охотником-любителем из Англии. Из останков неясно, насколько большой на самом деле был этот родственник спинозавра. Поскольку окаменелость может быть молодой, возможно, что барионикс был более крупных размеров, чем считалось ранее. 13-й по списку у нас берберозавр. Берберозавр может быть самым старым из известных цератозавров и основан на частичных посткраниальных останках. Вполне вероятно, что берберозавр был стайным хищником, поскольку был небольшого роста, что не позволяло ему охотиться в одиночку. На 14 месте бисентинария. Название этого вида было приурочено к 200-летию Аргентины. Экземпляр представлял собой небольшого двуногого динозавра, который также был, скорее всего, стайным хищником и отличался превосходными охотничьими качествами, скоростью, внезапностью и скрытностью.
15 место у нас занимает известный и грозный хищник Кархародонтозавр, один из самых крупных наземных хищников, обитавших на планете. Мог спокойно конкурировать по силе с тираннозавром. Только длина черепа, найденная на раскопках, составляла больше 1,5 метра. На 16 место у нас пришел Карнотавр. Интересной теорией этого хищника считается то, что из-за маленького размера глаз у него было хорошо развито обоняние, и он находил свою жертву по запаху, и возможно, что именно нюх играл не последнюю роль при атаке на жертву. На 17 место мы ставим цератозавра. Это рогатая рептилия, как переводится имя дословно, иногда проводил боевые поединки за кусок мяса с другими хищниками, такими как аллозавры. 18 место занял хилантаизавр. Этот хищник обитал на территории современного Китая. Ящер с серповидными когтями нагонял ужас на травоядных обитателей. И многие хищники, скорее всего, не желали выходить один на один с этим мясником, который имел достаточный набор грозного оружия, состоявшего из опасных когтей и зубов. На 19 месте расположился конкавенатор. Отличительной чертой этого ящера был гребень, расположенный пропорционально задним лапам, который служил украшением для расположения к себе особей противоположного пола. Этот гребень, вероятно, мог быть своеобразным терморегулятором. 20 место. Круксихейрос. Что о нем известно? Так это то, что его сравнивают с мегалозавром, и территория его обитания считается Великобритания. На 21 месте криолофозавр. Этот хищник обладал интересным украшением. На голове у него располагался гребень, но не вдоль, как у многих динозавров, а поперек, от одного уха к другому, и по теории он принадлежал к ранним цератозаврам. 22 место занял дахалакей. Этот вид мадагаскарского хищника был открыт сравнительно недавно, в 2013 году. Он был определен палеонтологами в семейство абелизавров. На основании редких останков пока еще не определен его образ, но, как было сказано ранее, он был похож на абелизавра. 23 место занял вот такой хищник – альтиспинакс или беклеспинакс. Об этом ящере палеонтологи приводят только домыслы и догадки, потому что останков было найдено очень мало. Точнее, всего один зуб. Известно только то, что он вполне вероятно принадлежал к роду мегалозавров. Что ж, посмотрим. Может, в недалеком будущем информации о нем станет больше. 24 место занимает интересный в своем роде ящер – дилофозавр. Обладатель гребневых воротников выглядел эффектно. Видимо, эти гребни имели функцию устрашения, как это было показано в первой части фильма «Парк юрского периода». Но, как говорят палеонтологи, эта версия пока не точная. 25 место – дюбрейлозавр. Изначально палеонтологи принимали его за мегалозавра, пока при тщательном исследовании стало ясно, что это совершенно другой вид этого же рода. Отличался этот ящер от мегалозавра интересным строением черепа. Морда была непропорционально длинная по соотношению с толщиной. Длина черепа была в 3 раза больше его высоты. На 26 месте дуриовинатор, тоже из рода мегалозавров. Основным эффективным оружием этого охотника были сильные лапы. Так же, как и многие хищники, он бросался в погоню за своей жертвой. 27 место представляет ящер по имени Эдмарка, а точнее Эдмарка рекс, хищный динозавр, названный одним палеонтологом в честь другого. Ученые до сих пор гадают, к какому виду принадлежал этот достаточно крупный теропод. Одни из них склоняются к теории, что это был родственник торвозавра. На 28 месте экриксинатозавр. Перевод сложного названия таков: ящер, рожденный взрывом. Оказывается, что останки этого теропода были обнаружены во время взрывных работ при прокладке трубопровода. Экриксинатозавр классифицируется как абелизавр и является одним из многочисленных родственников. 29 место – эоабелизавр.
Важность заключается в том, что это первый идентифицированный теропод абелизаврид и, как следствие, самый старый вид из семейства абелизавров. 30-е место занял динозавр с именем Эокархария, что означает «белый акулозубый ящер». Это родственник кархародонтозавра, но гораздо меньше. Интересной особенностью этого хищника являлось то, что у него был странный костяной гребень над глазами, который он, возможно, использовал, чтобы бить головой других динозавров. Вполне вероятно, даже самок при брачном периоде. На 31 место вошел Эректопус. Значение этого названия – прямоногий. Палеонтологи часто строили ошибочные версии принадлежности его к различным видам. Изначально считалось, что это мегалозавр, а спустя какое-то время оценили как близкого родственника аллозавра, но гораздо меньше в пропорциях. 31 место. Эострептоспондил. Имя этого хищника больше похоже на название лекарства, придуманное умными фармакологами. Но все же, как ни крути, это имя динозавра. Данный ящер получил свое название от собственного позвоночника, который был не как у обычных существ. Название происходит от греческого «стрептос» – обратный, и «спондилус» – позвонок. Имея в виду тот факт, что позвонки отличаются от типичных элементов крокодила, это выпуклый спереди и вогнутый сзади. Его также изначально относили к виду мегалозавров, но спустя 100 лет все-таки доказали, что он имеет свой собственный вид. 33 место досталось динозавру по имени Фукуираптор. Палеонтологи на сегодняшний день придерживаются теории, что это вид карнозавра, хотя ранее считали его манираптором. Путаница в определении вида начала происходить из передних конечностей ископаемого, а точнее из-за когтей. Чьим родственником он окажется спустя 10 лет, мы посмотрим. 34 место занимает газозавр, бензиновый или газовый ящер. Название было дано в честь одной китайской нефтеперерабатывающей компании, работники которой и нашли останки этого динозавра. На 35-м месте у нас динозавр с именем Гениодект. Этого хищника к какому виду только не причисляли. И к тираннозаврам, и к мегалозаврам, и к абелизаврам, и даже к цератозаврам. А дело в том, что из останков была найдена только челюсть ископаемого. По ней палеонтологам очень сложно создавать полноценного ящера мелового периода. Ну а на 36-м месте водрузился хорошо известный всем гиганотозавр. Гиганотозавр был поистине огромным хищным динозавром, немного превосходящим даже тираннозавра Рекса. Этот южноамериканский теропод также имел более внушительный арсенал, включая более крупные передние лапы с 3 когтистыми пальцами на каждой из них. На 37-м месте Годжирозавр, что в переводе с японского «Годзилла-ящер». Средние размеры и легкий вес сделали из этого ящера быстрого охотника. Хвост составлял основную длину динозавра. 38 место занял динозавр по имени Илокелезия. На данный момент о динозавре мало что известно. Небольшое количество останков не позволяет определить точную структуру и вес тела. 39 место досталось индозуху, ящеру, останки которого нашли в одном из индийских штатов. Назвали его так, потому что строение его черепа напоминало некоторое сходство с черепом крокодила. Вероятно, был родственником аллозавра и карнотавра. На 40-м месте у нас жутковатый родственник спинозавра иритатор. Иритатор, кстати, самый мелкий спинозаврид, меньше спинозавра и барионикса. 41 место досталось кайтянозавру. По большому счету, это был тот же самый карнозавр. Он был обнаружен также на газовых раскопках. А более детально узнать, кто это на самом деле, мы сможем лишь тогда, когда будут найдены дополнительные биологические материалы и достаточно изучен данный динозавр. На 42 место попадает Криптопс. Самое главное отличие этого ящера от родственного абелизавра – это кожа на черепе, которая была из кератина, что могло бы показаться большим клювом, как у птерозавров.
43 место занимает лешанзавр. Морда этого ящера была очень узкой, что наводит на мысль о том, что он охотился на небольших анкилозавров, которых можно было легко перевернуть с помощью такого идеального инструмента. Но пока об этом ископаемом известно очень мало. На 44-м месте лемузавр. Этот ящер считается самым первым предком цератозавров. Отличительной и даже удивительной особенностью этого динозавра было то, что он был всеядным. Питался как мясом, так и травой. В желудке палеонтологами были обнаружены камни-гастролиты, которые перемалывали растительную пищу. 45 место достается лоуринханозавру. Этот хищник намеренно проглатывал гастролитные камни, что говорит о его всеядности. А также палеонтологи до сих пор не могут определить классификацию его вида – колозавру, синраптору или такому же малоизвестному мегалозавру. На 46-м месте у нас магнозавр. Палеонтологи постоянно допускают ошибки, из-за которых каждый динозавр отдаленно напоминает мегалозавра. И этот ящер был неправильно отнесен к роду. Также магнозавр является хорошим примером, из-за которого долгие годы считался допустимым видом мегалозавра. Почти 50 лет магнозавра относили к этому виду. И только в 90-е годы прошлого века магнозавр стал отдельным видом. На 47-м месте ящер по имени маюнгозавр. Переводится как ящер из Махадзанги. Какими качествами выделялся этот ящер? Самыми нехорошими. Прославился маюнгозавр тем, что был каннибалом. Хотя в принципе такое сказать можно о любом хищнике юрского и мелового периодов. 48 место занимает мапузавр. Достаточно крупный ящер, чтобы охотиться в одиночку. Но найденное большое количество костей на одном и том же месте может говорить о стайном образе жизни мапузавра из семейства Кархародонтозаврид. На 49-м месте ящер с необычным именем маршозавр. Назван в честь известного палеонтолога Отниеля Марша, который также увековечил другой род динозавров, называемый отниелозаврами. Этот динозавр, помимо своего знаменитого названия, был типичным тероподом среднего размера позднего юрского периода и представлен очень ограниченными ископаемыми останками. Интересное имя у этого теропода, который расположился на 50-м месте – мазиакозавр. Этот теропод небольшого размера обитал на территории современного Мадагаскара в верхнемеловую эпоху. Этакий небольшой цератозавр, достигавший до полуметра в длину, жил в местах не очень богатых пищей. Поэтому есть предположение, что рос этот динозавр очень медленно. Ему требовалось около 10 лет, чтобы достичь размеров средней собаки. Посмотрите на этого ящера. Мегалозавр занял у нас 51 место. 2 века назад ученые были абсолютно уверены, что этот доисторический хищник ходил на 4 лапах и был похож на что-то среднее между крокодилом и млекопитающим. Но это все из-за того, что первоначально были найдены не все останки. И лишь спустя какое-то время, когда нашли недостающие кости и соединили их, то четвероногий мегалозавр стал двуногим. Большой разбойник занял 52 место. Именно так переводится с латинского хищник под названием мегараптор. Злее, сильнее и быстрее, чем обычные небольшие рапторы. Существует спорная гипотеза относительно внешнего вида. Был ли данный раптор покрыт перьями или же он жил без них? Также известно, что данный ящер был примитивным тиранозавридом, что, кстати, не мешало ему находиться в верхних местах пищевой цепи. А 53 место занял страшный симпатяга – метриакантозавр. Особенность этого ящера в том, что он имел короткие шипы, выступающие из его позвонков, которые могли поддерживать тонкий горб или парус. Намек на то, что метриакантозавр, возможно, являлся предком более известных морских хищников, таких как спинозавр, который появился намного позже. Монолофозавр. Вот этот обладатель гребешка на макушке занял 54 место. Этот родственник аллозавра ничем примечательным не выделялся. Кстати, гребень служил для привлечения особей противоположного пола.
55 место присуждается ящеру под названием неовенатор. Интересное внутреннее строение этого хищника дает предположение, что неовенатор мог охотиться не только на суше, но и мог нападать на добычу в воде, как крокодил и ему подобные. 56 место оставляет за собой остеофрикозавр. Чем примечателен этот вид хищников? А тем, что внешний вид ящера был создан на основании одного зуба. И этот динозавр, скорее всего, был одним из ранее неизвестного рода спинозаврид. На 57 месте у нас оксалая. Этот крупный теропод принадлежал к роду спинозавров и был достаточно большим существом, найденным на территории Южной Америки, потому как известно, что большинство видов из рода спинозавров обитало в Африке. 58 место занимает пятницкий завр. Свое необычное имя он получил в честь аргентинского геолога русского происхождения Александра Пятницкого. Свирепый хищный ящер, скорее всего, буквально не давал покоя травоядным обитателям Южной Америки. Отличался от мегалозавра многочисленными гребнями на голове и шее. На 59 месте расположился пиветозавр. Что о нем известно? То, что это был грозный хищник средней и поздней юрской Европы и, возможно, высшая рептилия ее местной французской экосистемы. 60 место присуждается поэкилоплеврону. Отличительной особенностью поэкилоплеврона были его передние конечности. Они были намного длиннее и мощнее, в отличие от передних лап других тероподов. В результате тщательных исследований ученые пришли к выводу, что это новый вид мегалозавра. Рахиолизавр – хищный ящер, который прочно стоит на 61 месте. Главное отличие этого мясоеда от его близкого современника раджазавра – это то, что он был относительно стройным и изящным, а не толстым или крепким. Этот ящер охотился вероятнее всего стаей, но остальной информации о нем на сегодняшний день крайне мало. На 62-м месте притаился довольно необычный хищник – раджазавр. Он тоже родом из Индии и тоже являлся обладателем красивого гребня, который простирался от головы и до самого хвоста. Останков этого ящера было найдено немного, и поэтому точно определить, какой он был во всей красе, пока невозможно. И опять же, он был назван раджой из-за своего красивого гребня. На 63-м месте стоит хищник по имени ругопс. Имя его в переводе означает «морщинистая морда». Свое название получил из-за того, что голова его была пронизана венами и артериями, оставившими борозды, отпечатавшиеся на черепе. Интересен тем, что он был только падальщиком и не охотился, как другие хищники, а все из-за того, что его зубы были слабыми и маленькими. 64-м по списку у нас ящер с запоминающимся именем Саурониопс. Имя переводится как «глаз Саурона» в честь злого повелителя в кинотрилогии «Властелин колец». Этот хищник представлен в летописи окаменелости всего-навсего единственным фрагментом его черепа длиной 6 дюймов со странной выпуклостью наверху, расположенной прямо над глазницей этого динозавра. 65 место присваивается динозавру по имени Заврофагонакс. Все, что известно об этом хищнике, можно вместить в одно предложение. Он сильно был похож на аллозавра, но гораздо крупнее. На 66 место взошел сиамозавр. Как известно, многие динозавры диагностируются на основе одного окаменелого зуба. Но также верно и то, что на многих из этих динозавров с сомнением смотрят другие палеонтологи, которые требуют более убедительные доказательства. Так и обстоит дело с сиамозавром. Но, возможно, это был один из самых первых спинозавров.
Под номером 67 хищник с необычным, но эпическим именем Сиама-тиран или Сиама-тиранус. Судя по его названию, можно предположить, что Сиама-тиранус был азиатским современником и близким родственником тираннозавра Рекса. Но факт в том, что этот большой теропод жил на десятки миллионов лет раньше, до своего более известного тезки, и большинство палеонтологов считает, что это карнозавр, а не настоящий тираннозавр. На 68-м месте у нас ископаемый представитель позднемелового периода, имя которому Сиац. Сиац – это результат постепенного смешивания двух родов динозавров – неовинатороподобных ящеров и тираннозавров. Процесс этого смешивания был долгим, длящимся не 1 миллион лет. В итоге размерами он был похож на тираннозавра. 69 место мы отдаем ящеру под именем Сиджиль-масозавр. Этому ящеру не повезло. До сих пор идут споры между палеонтологами, к какому виду он принадлежал. К виду кархародонтозавров или к виду спинозавров. А может, он принадлежал к совершенно новому виду тероподов. 70 место, и на нем отмечается хищный динозавр раннеюрской эпохи синозавр. Изначально это ископаемое классифицировали как разновидность североамериканского дилофозавра. Но чуть позже, тщательно изучив структуру останков, палеонтологи сообщили общественности, что этот ящер не принадлежит ни к какому виду, и в итоге он стал представителем собственного рода. На 71-м месте у нас синраптор. Этот ящер не был настоящим хищником, быстрым и жестоким. Скорее всего, синраптор был примитивным аллозавром. 72 место занимает скорпиовинатор. Скорпиовинаторы не имеют ничего общего с предполагаемой диетой этого динозавра. Скорее, это потому, что единственный ископаемый образец был обнаружен в шумной колонии живых скорпионов. Помимо яркого названия, скорпиовинатор был средним тероподом мелового периода с коротким тупым черепом, покрытым причудливым набором гребней и бугорков. Это побудило экспертов отнести его к абелизаврам. На 73 место мы ставим нашего старого знакомого спинозавра. Почему у спинозавра был парус? Наиболее вероятное объяснение состоит в том, что эта структура тела возникла в целях охлаждения организма ящера в условиях жаркого мелового климата. Но, возможно, это также была характеристика, выбранная половым путем. Самцы с большими парусами более успешно спаривались с самками. 74 место присуждается хищнику под названием спинострофей. Спинострофей – это небольшой цератозавр, который интересен тем же, что и некоторые прошлые виды динозавров, о которых мы вам уже рассказывали. У палеонтологов опять большие проблемы с классификацией данного ископаемого. Этого хищника причисляли к разновидности элафрозавра, потом связывали напрямую с цератозавром, потом классифицировали как раннего абелизавра. В конечном итоге присудили ему родственную связь с элафрозавром, но записали как отдельный индивидуальный вид. На 75-м месте перед нами еще один крупный спинозаврид, которого прозвали зухамимом. Зухамим, как и спинозавр, имел длинную зубастую и отчетливую крокодилью морду. И это говорит о том, что это был водный охотник. Интересно то, что зухамим жил на одной территории и в одно время с гигантским крокодиломорфом саркозухом. Хищник по имени тараскозавр стоит на 76-м месте. Этот представитель абелизаврид был в свое время на вершине пищевой цепи и наводил ужас на травоядных обитателей Европы. А также он был единственным абелизавридом, населявшим северное полушарие. 77 место занимает торвозавр. Этого динозавра не следует путать с похожим по звучанию и сопоставимым по размеру тарбозавром, азиатским тираннозавром, который жил десятки миллионов лет спустя после этого ящера. О нем можно говорить много, поэтому скажем только то, что он был главным хищником Пиренейского полуострова. На 78-м месте у нас тиранотитан.
Частично найденный скелет тирана Титана был обнаружен в 2005 году в Южной Америке, и его продолжают анализировать. Некоторые считают, что он может быть не таким гигантским, как предполагалось, а пока достаточно сказать, что это, по-видимому, один из самых опасных и наиболее грозных динозавров-мясоедов, когда-либо бродивших по планете. На 79-м месте оказался ксенотарсозавр, ящер, которого также не могли определить к тому или иному виду. Он был аллозавром и абелизавром, и также неоцератозавром. Кто он? Хищник доисторической эпохи? Это еще предстоит выяснить. И последнее, 80-е место у нас занимает ящер по имени янхуанозавр или янчуанозавр. Во всех смыслах и целях янчуанозавр занял ту же нишу в поздней Юрской Азии, что и его собрат, крупный теропод-аллозавр в Северной Америке. Высший хищник, преследовавший многочисленных зауроподов в своей пышной экосистемы. Трехтонный янчуанозавр длиной 25 футов обладал особенно длинным мускулистым хвостом, а также характерными гребнями и украшениями на лице, которые были такие же, как у меньших теропод-цератозавров, и, возможно, были ярко окрашены во время спаривания. Один видный палеонтолог предположил, что янчуанозавр может быть тем же динозавром, что и метриакантозавр, но не все в этом уверены. Вы посмотрели наш выпуск, и мы надеемся, что он вам понравился. Ставьте палец вверх и оставляйте комментарии, а также подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми увидеть новые и интересные выпуски от канала «Реальное нереальное».